Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю рассмотреть доказательства, которые могут подтвердить то, что инопланетяне давно присутствуют на нашей Земле. Многие скажут, так мы будем работать, что опять в жанре шокирующей гипотезы. Может быть и так. Но я вам предлагаю ознакомиться с теми археологическими данными, которые уже были найдены на Земле. Они многим известны, просто их никто никогда не собирал вместе, чтобы понять, что свидетельства о инопланетном присутствии присутствуют фактически по всей Земле и во многих временных эпохах. Так, например, перед вами одна из статуэток рептильного существа. Раньше она хранилась в японском городе Нара, но сейчас ее выкупили в частный музей. То есть известно ли о том, что она там была, хранилась в одном из храмов, я так понимаю. И там была она не одна, а целая коллекция. Конечно, было известно прекрасно. Сейчас же она перенесена в частный музей. Ну, это то же самое происходит со многими подобными находками, которые сначала находят, а потом либо они просто бесследно исчезают, либо кто-то их выкупает, либо начинает делаться какая-то спецоперация, которая скажет, да это фейк, это я там изготовил. Так что не обращайте внимания, продолжайте заниматься своими делами. Но в Японии существуют и более интересные находки. Перед вами так называемый дракон-человек. То есть это не просто какая-то рептилия, это именно прямоходящее существо, смесь человека и дракона. Опять же, существует ли она сейчас в том музее Японии или нет, неизвестно, может ее тоже выкупили и продали с аукциона какому-нибудь частную коллекцию. Опять же, это та же фигурка Догу из того же храма, то есть там была целая коллекция этих существ, которые были в латах, доспехах, это Японию. А справа как раз фигурка, которой дается от 14 тысяч до 300 лет до нашей эры. То есть непонятно, когда она была сделана, но, мягко говоря, на ней либо скафандр, либо не совсем человекоподобное существо. Наму, богиня Месопотамии, она же мать Энки, слева. Похожа ли она на человека? Даже в самом приближении очень не похожа. А справа тоже одна из шумерских табличек, показывающая не только летательные аппараты, но и не совсем человекоподобные существа. А почему нам это Наму интересно? Потому что, опять же, существует описание, таблички найдены, переведены наукой. Конечно, наука им не верит, потому что там описаны генные технологии. Генные технологии, как из обезьян, создавали человекоподобных существ. Почему человекоподобных? Потому что, как вы понимаете, рептилии на людей не похожи. А смесь обезьяны и человека привела к созданию новой породы типа существ, уже на основе голубой крови. У меня есть отдельное видео, вот эта заставка с того видео, перейдите, посмотрите, как там производилось, как это произошло, и как это можно понять и увидеть. Также у меня есть отдельное видео «Тайна крови человека», где я описываю, чем отличается все-таки человек от различных гибридных видов, в том числе и созданных искусственно. Тоже ознакомьтесь, потому что это первоосновы работы всей генетической модели человечества и нечеловеческих существ. Я думаю, нужно будет сделать отдельное видео, где показать, к чему же приводит, например, тоже смешивание. Откуда берутся огромное количество инвалидов, психически неполноценных людей, как это происходит. Но продолжим. Перед нами опять же статуэтка рептильного существа. Это тоже Ближний Восток, где-то район Месопотамии, ей 7000 лет. Перед нами явно видно, что существо, мягко говоря, нечеловеческой природы, имеет вытянутый череп, как и мать Энки, и кого-то там вскармливает. Таких фигурок было найдено множество, но после войны в Ираке, я думаю, они все исчезли. Вряд ли мы их теперь найдем. Есть фотографии, по крайней мере. Опять же, характерность, очень худоба, характерная рептилия, и вытянутые черепа. То есть подобных существ необычных, а в первую очередь с вытянутыми черепами. Опять же, это все Ближний Восток, огромное множество. Мы видим их во всех археологических временных эпохах, по крайней мере, за последние 7000 лет. Интересно, что веды тоже гласят, что была война с непонятными пришельцами, их
на земле, и их сослали потом как пленных в страну гор рукотворных, то есть в район Египта, ну это примерно Месопотамия, Египет, там все рядом. И потом эти статуэтки вот там начинали появляться. Ну, после этих статуэток, не совсем людей, появляются уже человекоподобные существа, но с вытянутой формой черепа. Это тот же Ближний Восток. И опять мы видим человек, ну, череп-то у него вытянутый, как бы не совсем человеческий. Для понимания. Вот перед вами изображение, когда действительно существуют карга-культы, потому что все существа с такими длинными черепами, они становились в основном правителями, руководителями, и, конечно, матери простых людей, обычных жителей того региона, скажем так, конечно, хотели, чтобы их дети тоже были высокоруководители, имели какие-то плюсы, поэтому они создавали карга-культ, и как бы делали вытянутые черепа иногда искусственно. Но вот штрихами показано, как выглядит искусственный череп, когда его специально там над ребенком издеваются, чтобы сделать вытянутый череп. А как цельная линия, это как раз показывается, когда он, скажем так, естественного происхождения, в кавычках. То есть, это существо от рождения имеет такую форму, которая со временем развивается. То есть это совершенно разные формы, и одна другую точно не повторяет. Почему я это говорю? Подобных черепов найдено множество. Как вы видите, они резко отличаются от человеческих. Они находятся по всему миру. И самое интересное, что как бы у них и кости даже по-другому сращены, как бы череп совершенно другого существа. Это понятно, и таких, и по Домскому очень много их находили, и вообще по всему миру их находят. То есть соответствует ли он человеческому? Нет, не соответствует. Известны ли такие находки? Известно, они существуют по всему миру. Вот слева человеческий череп, как соединены кости. И вот справа череп с вытянутой формой. Как вы видите, ну, мягко говоря, даже не врачу понятно, что место соединения не совсем такое. То есть это совершенно разные типы существ. Да, одно из них человекоподобное. Не значит, что это совсем уж человек. Только вот теменная кость, это черепа найдены в Параксе, я так понимаю, и ссылки на все материалы, конечно, есть в описании. То есть они находятся, в принципе, по всему миру. И то есть сразу видно, что череп не человеческий, он человекоподобный. Назовем это так. И все это нам показывает, что существовали разные типы живых существ, в том числе человекоподобные. Но, согласно, опять же, легендам, их сделали инопланетяне как раз для того, чтобы добиться человекоподобности. И эта человекоподобность в итоге была получена, но были вот такие вот переходные формы с вытянутой формой черепа. И, конечно же, эти существа пытались занять в первую очередь руководящие должности жрецов. Это одна из голов принцессы, Древний Египет. Видно, что это как бы естественная форма, а не полученная с помощью каких-то деформаций. Таких изображений множество, к чему приводила как бы мода появлялась на такие большие головные уборы, которые это все закрывали, как бы, ну, чтобы людей простых особо не смущать. Вот, опять же, одна из 6 дочерей Эхнатона. А слева показано, как бы, почему иногда возникали моды в средние века на пышные прически, на те же, как бы, косметические средства, которые позволяли скрыть, ну, скажем так, особенности человекоподобного организма. И в итоге множество генетических смешений, конечно, позволило добиться максимальной схожести с людьми. Вот одна из старых масок, опять же, найдена в Египте. Ну, фейк это или не фейк. Факт в том, что подобные данные во множестве подтверждаются из этих регионов. Вот что говорит про это Веды. Серые прибыли на Мидгард-Землю из системы 10 тысяч планет. То есть по-славянски это мир тьмы. 10 тысяч это тьма. То есть они прибыли из мира 10 тысяч планет созвездия Андромеды, который также называется Пекло. Там много молодых звезд, горячих. То есть там жизнь только пекется, создается жизнь. В мире тьмы развитие пошло по технократическому пути. Там демонократия, то есть власть рабовладельцев, ну, разрушителей, потому что монтаж это создание, демонтаж разрушение. Вот приставка де это разрушители. Почему и рабовладельцы? И в нашем мире они действуют хитростью и ложью. В Ведах говорится, что это серые, это чужеземные вороги, у них цвет кожи серый, глаза цвета мрака, и они двуполые, ну, андрогены.
То есть двойные гены как бы. А правитель у них Кощей. Перед вами статуэтка рептилий, Мексика, ей 6000 лет слева. И та же Мексика, 600 год до нашей эры, как бы видно, что изображенные существа, ну, мягко говоря, не похожи на человека, скажем так. Опять же, слева доколумбовая статуэтка рептилии, опять же, справа опять статуэтка рептильного существа с ребенком, Панама, и видно, что это как бы человекоподобное существо. То есть подобных находок, которые были найдены, как утверждается, под пирамидами множество. Опять мы видим вытянутые черепа, опять видим эти гигантские глаза цвета мрака. То есть, как бы, опять же, стандартное описание серых, плюс показаны летающие тарелки и множество подобных существ. То есть таких подобных находок множество в том регионе находится, поэтому перейдите, ознакомьтесь дополнительно. Как говорится, конечно, в каком-то времени появится какой-то Вася, который скажет: да это я все сам сделал, я там крестьянин Хуан, хотел заработать пару песо, но при этом то, что такие находки, это не то, что единично, это сотни и сотни подобных находок, как бы никто не будет особо обращать внимание. Как бы, опять же, это стандартные методы серых. В первую очередь замолчать информацию, во вторую очередь, если информация уже вышла, ее надо обсмеять, как бы как-то дискредитировать, ну, или просто уничтожить. То есть стандартные методы, ничего за 1000 лет не поменялось, только люди стали опускаться все время до уровня первопредков этих серых. То есть обезьяний уровень не позволяет человеку нормально мыслить и понимать, что да как. Я уже изучаю этот вопрос, например, смотрели, опять же, мы те вулканы, как входы в полую землю. Я вам все ссылки на материалы в описании, перейдите, можете посмотреть. Вулканы сейчас функционируют также активно, туда входят и выходят непонятные НЛО. Опять же, по всем легендам древности, они двигаются в подземную пекельную цивилизацию. Ну, как мы читали выше, для них как раз высокие температуры, другие газовые составы, это нормально, это как бы их родные планеты близко, поэтому они живут под землей, рядом как бы со стоячей волной, этими лавной рекой этой лавы, поэтому они входят через вулканы в полости под землей, и там находится как бы база этих пекельных цивилизаций. Это утверждают все легенды, ну и современный мир показывает, что это продолжается и в наше время. Это видно по всему миру, опять же Турция, с левой стороны видно изображение летающих машин, вытянутые головы, которые прикрыты такими же длинными шапками. Справа это Египет. Опять же Сирия, примерно 7000 лет. Слева, а это 5000 лет до нашей эры, видны какие-то вытянутые черепа. Иордания, ярмукская культура. И справа статуэтки из Библоса Ливан. Опять же, это все Ближний Восток. И все вытянутые черепа, ну, что-то не совсем они на людей похожи. Богиня плодородия Пакистан. Ну, примерно ей 5-6 тысяч лет. С левой стороны фигурочка. И примерно 4000 лет справа. Ну, не знаю, если это человек, то как изобразить самого человека на самом деле. Опять же, тот же Пакистан, целая семья слева. Ну, это опять же 7-9 тысяч лет. Ну, очень большой временной промежуток, разбег, но все-таки, мягко говоря, тысячи и тысячи лет. И похожи ли они на людей, судите сами. Известны ли эти находки? Известны. Мохенджо-Даро, долина Инда, как бы, опять же, примерно 4-5 тысяч лет. Не совсем человекоподобное существо. Богиня-мать, долина Инда. Ну, эти существа человекоподобные всегда пытались занять в первую очередь главенствующую роль. Жрецов, руководителей. Поэтому почему подобные изображения становились как бы богинями. Опять же, терракотовые изделия показывают разные живые существа рядом. Это на Кипре они найдены. Считается, что примерно 700 лет подобным статуэткам. Опять же, вытянутые черепа, ну и простые черепа. Израиль, 7000 лет до нашей эры считается этим статуэткам, ну, мягко говоря, не совсем они на людей похожи. Тики на Маркизских островах. Ну, скажите, похожи они хоть на один вид человека, который живет сейчас на Земле? Или это все-таки инопланетные существа? Причем разумные, они какие-то вот инструменты держат, да, и вырезанные они как бы на этих островах. Как, кем, чем, когда, зачем? Ответов нет на это. Франция, Пиренеи.
Опять же, примерно от 3,5 до 7 тысяч лет. Ну, если это человек, а не инопланетянин, конечно, решать вам. Прямоходящее существо, не человекоподобное даже. Фро, Лунда, бог Швеция. Ну, скорее всего, Фро, бог Луны, опять же, вытянутый череп. Богиня мать с острова Циклад. Опять же, как будто необычный череп, не похожий на человеческий. Старинная гравюра на дереве из племени Дагонов, Мали. Опять же, изображены их наставники со звезды Сириус, созвездий Каниш, майор. То есть, племя Дагонов еще 100 лет назад знало больше про Сириус, чем современная наука, а наука только подтвердила их знания. И опять же, существа показаны, мягко говоря, не человекоподобные, с вытянутыми черепами. Еще одна из шумерских табличек, которая показывает, что не только были вытянутые черепа, но здесь, например, песеглавцы. Зародились ли они на Земле? Очень вряд ли. Они, скорее всего, могли прибыть откуда-то на Землю. Опять же, летающие аппараты, звезды. Ну, мягко говоря, нет людей. А для того, чтобы понять, остались ли эти существа на Земле, или они вымерли, или покинули, ну, посмотрите сериал «Гримм». Всем советую хотя бы первый сезон. Может, вам станет чуть больше понятно про методы маскировки, которые со временем как бы позволяют получить эти существа. И вам, конечно, решать, шокирующие ли эти гипотезы, существуют ли инопланетяне, прячутся ли они среди нас, или уже и просто не прячутся, потому что уровень образования упал ниже плинтуса, да, примерно до обезьяньего. Конечно, решать вам, насколько эти гипотезы шокирующие. Я предлагаю сделать выводы для того, чтобы дать возможность и вам прокомментировать, и новым исследователям ответить на эти вопросы. Но по всему миру существует масса археологических находок, которые подтверждают присутствие на Земле с древних времен различных типов разумных живых существ инопланетного происхождения. Также описание этих существ мы встречаем во всех письменных источниках прошлых цивилизаций. Именно на этих описаниях и созданы фигурки из различных материалов, которые изображают разнообразные виды инопланетян. Самый распространенный вид инопланетяне с вытянутой формой черепа. Подобные вытянутые черепа находят практически по всему миру и в различных временных эпохах на протяжении тысячелетий. Принадлежат они рептильному виду, который, согласно мифам и легендам, произвел смешивание своей ДНК с ДНК земных приматов обезьян. Благодаря генетическим технологиям со временем инопланетянам удалось достичь максимальной человекоподобности нового вида. При этом внутренняя структура вида осталась рептильной. Цель подобной операции заключается в уничтожении высших вард человечества, управителей и жрецов, и замена их человекоподобными рептилиями, что позволяет использовать все ресурсы человечества и Земли и не давать землянам подниматься выше самого примитивного животного уровня, то есть обезьян. Итогом этой подмены должен был стать новый мировой порядок, который бы позволил включить всю Землю в союз тьмы, то есть 10 тысяч планет созвездия Андромеды. Хотелось, конечно, услышать и ваши мнения в комментариях под видео, насколько подобные факты по всему миру, на ваш взгляд, могут соответствовать действительности, и стоит ли продолжать двигаться в этом направлении. Ссылки на использованные материалы, как всегда, под видео, ну и каждый из вас может, конечно же, добавить в комментариях ссылки на подобные материалы, которые соответствуют теме. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.